Танки Classic. Официальный ответ, когда выйдет большое обновление и когда начнется вайп. Разберем, почему вайп не вышел на этой неделе, ведь в этот раз разработчики открыто вышли на контакт с игроками и объяснили причины, почему на этой неделе вайпа не было и когда он будет. В этом ролике, друзья, для вас собрал кучу информации по классике. Помимо официальных заявлений, здесь будут также и другие ответы на различные вопросы от Ореха по классике, которые мне удалось зафиксировать в чате игры. И в этом ролике, друзья, мы все это дело рассмотрим. С вас большой лайк на это видео. На канал подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Также, друзья, на канал в Телеграме подписывайтесь, есть ссылочка в описании. Там у нас есть и общий чат для общения, там можно и новости и по танкам онлайн посмотреть, и по классике анонс там раньше выходит, и стримы. В общем, друзья, большая просьба подписаться на мой Телеграм, ссылочка есть в описании. Также напоминаю, друзья, устанавливайте лучший тег создателя контента Ник 10, настройка вашего аккаунта в танках онлайн. До сих пор доступна халява. Чтобы получить крутые промокоды на легендарный ключ Рубина, контейнеры и опыт, в описании есть этот промокод, обязательно вводите и получайте эти ништяки. А теперь, друзья, что касается большого обновления в классике, когда вайп почему тут перенесли эти обновления, приступаем, давайте по порядку. Почему на этой неделе вообще мы что-то ждали, да? Потому что Орех в прошлую пятницу написал в чате следующее. Сегодня тестируем сборку. На следующей неделе, надеюсь, с понедельника будем ее заливать. Это еще не вайп, потому что надо обновить и проверить, что работает. А то набегут на неработающее, непорядок будет. То есть это сообщение появилось в пятницу после того самого видеоблога в четверг и моего видео в четверг, когда разработчики про вайп там рассказали. По срокам продаж, как помните, ожидали его все в пятницу, но в пятницу появилось это сообщение. Ну ладно, хорошо. В понедельник, так и еще и помимо этого от Ореха была вот небольшая помарочка, что выйдет обнова сначала. Это еще будет не полноценный вайп, а сначала выйдет просто обнова, чтобы проверить, что все работает окей. То есть разработчики на основе, да, прошлого опыта, когда классика только выходила, у нас закрытый тест, когда был наплыв людей, там была куча багов, но вы помните, кто играл, было все круто, но было много недоработок, и в этот раз Орех хочет исправить свои ошибки, что на самом деле хорошо, не абы как, он, да, какие-то обновления вот выпускает, а вот старается и делает так, чтобы мы с вами поиграли и протестировали уже почти полностью исправленный билд классики. Помимо всего прочего, Орех спросили там уточняющие вопросы, почему так долго, что там делают разработчики и так далее. Орех дал следующую информацию, что новые карты, которые, помните, нам объявили карты Legacy же будут в новом обновлении и в новом вайпе. Можно будет сразу играть на картах Legacy долгожданных. Ради этого, я думаю, стоит подождать. Так вот, он ответил, что новые карты переносятся из редактора на сервер, что сегодня мы их не увидим, завтра, скорее всего, тоже не увидим, и послезавтра, скорее всего, тоже не увидим. Ну, в общем, это все дело переносится. Дальше от него была и шуточка, конечно, что он и классику закроет, не сделав вайп, но это Орех в своем стиле. Вы же знаете, он у нас шутник. После этого в один из дней Орех написал снова информацию, которая уже известна была, что вайпов будет несколько, то есть спустя определенное время, да, ничего не поменялось в этом плане. Тот самый вайп, который мы с вами ожидаем, он будет не один, после него будут еще вайпы. Как много, пока неизвестно. После этого Орех вспомнил про 60 багов в тестировании, но помните, там в одном из видеоблогов нам рассказывали вот обстановку в классике, что происходит, что разработчики нашли, и вот те самые баги, которые вот исправляются сейчас, вот Орех тут написал, помните про 60 багов в тестировании. Как в лучшем анекдоте, после доработок повторного тестирования их стало 80. То есть они на своем закрытом тесте классики протестировали те баги, которые они нашли и исправили, вот которые нам в прошлом видеоблоге, да, там показывали, что исправлены такие-то моменты. Параллельно с этими исправлениями еще новые баги были найдены разработчиками. И вот они, видимо, ими тоже сейчас и занимаются перед тем самым крутым релизом и вайпом. Единственное, только Орех вспомнил про 60 багов в тестировании. На самом деле там было 80 багов уже тогда еще в том видеоблоге. Я вот даже момент там ставлю, вот в том видеоблоге разработчики показывали, что 80 багов они насчитали. Поэтому, может быть, и как и было 80, так и осталось 80. Судя по информации в видеоблоге, так и было. Может, Орех там что-то напутал, может, что-то забыл. Ладно, не суть. У нас есть некоторая информация, что еще на этом вайпе Орех планирует исправить, что у них происходит на закрытой кухне. Орех пишет, надо исправить некоторые карты и проверить, что они точно исправлены. Я так понимаю, это речь про карты Legacy. Потому что как только будет первый вайп, сюда из любопытства набежит куча людей. Если будет не работать важное, как в прошлый раз, они сразу разбегутся. Вам же этого не хочется. Вам же хочется с кем-то играть. Вот, значит, ждем. Но в этой вот позиции я с Орехом согласен. Вот каждый раз бы он так писал, когда, да, большие затишья у нас происходят в разработке, когда много вопросов. Вот отличный развернутый ответ, почему вайпа нет на этой неделе, почему нет крупной обновы, потому что разработчики хотят сделать все как надо. Потому что планируется большой наплыв игроков, и их, возможно, даже будет больше, чем зимой тогда, потому что классика будет наиболее доработанной, нежели была тогда.
Да, плюс, друзья, Legacy карты — это волшебные карты, которые тоже сделают свое дело для любителей ностальгии и кто играл до ребаланса. Также тот баг, который присутствует в классике, когда отображается две битвы с одинаковыми названиями и игроками, но на двух разных картах и с разным максимальным количеством игроков, этот баг Орех тоже исправит. Он его считает самым критовым багом, и его надо максимально зачинить перед этим самым вайпом. Ну и, наверное, самое интересное, когда вайп будет. На момент этого скриншота там Орех еще не признавался, он единственное сказал, что 100% вайп будет не в понедельник, и что он не ответственный за вселенную. Но, друзья, информация есть, официальная, прямо в видеоблоге, и нам сказали, когда будет вайп, и вайп будет во второй половине августа. Речь идет именно про вайп, потому что, помните, да, в начале видео мы рассматривали скриншот, где Орех говорил, что перед вайпом выйдет сначала крупное обновление, которое будет не совсем вайп, чтобы посмотреть, что как работает, а потом уже будет сам вайп. То есть до второй половины августа мы еще с вами ждем это новое обновление, которое может быть выпущено вообще в ближайшее время. Ну а сам вайп, когда вот будет уже прям все готово, все сброшено, чтобы встречать всех игроков, это будет вторая половина августа. Если честно, у меня какой-то дежавю, как будто вот в прошлом году в августе вот такой же ролик я делал, только тогда мы ждали, когда классика выйдет в закрытый тест, тогда тоже разработчики сказали, что это будет вторая половина августа, и вот в этот раз тоже говорят вторая половина августа. Надеюсь, что эти сроки реально сохранятся, потому что, да, у разработчиков бывает такое, что они в сроки не попадают, поэтому они никогда и не говорят, когда что будет, но в этот раз сказали все-таки, что вторая половина августа, значит, Орех видит это вполне реально. Возможно, он успеет, и его команда за все эти сроки исправить все баги и недоработки. Кстати, про Ореха и его команду, и работает ли он один, мы в этом ролике сейчас еще поговорим. Поэтому ждем второй половины августа, чтобы протестировать новый вайп. В каких-то числах, скорее всего, будет. Я думаю, что это ближе будет к концу августа, зная наших разработчиков и уже на опыте вам говорю. Поэтому ждем, наверное, конца августа, если, конечно, в эти сроки разработчики уложатся. Но я чувствую, что они уложатся, потому что Орех в чате тут у нас активничает и готовится, плюс перед самим вайпом обновление крупное с новой сборкой. Поэтому в любом случае ждем и ее, и вайп. Что касается разработки и Ореха, и кто эту игру разрабатывает помимо Ореха. В одних из прошлых частей видеороликов по классике мы там уже это видели, где он говорил, что он один классику разрабатывает. Сейчас он пишет следующее. У него вот спросили в чате: вы над классикой один работаете? Он пишет: может быть и нет, но за всю классику только один я получаю один хейт. Ему хватает. И вот тут интересный тоже комментарий написал игрок с ником Лад. Потому что другие разработчики в чате не появляются. Но действительно, они не появляются. Поэтому хейт получает один Орех. За это вам хотя бы спасибо, что вы тут бываете. Это точно. В отличие от хомяка комьюнити-менеджера, у которого обязанность общения с игроками. Представляете, у нас есть комьюнити-менеджер, у которого есть обязанность общения с игроками. Где он, интересно, с игроками общается, непонятно. Ну и из таких, друзья, мелочей, которые я тоже зафиксировал, но интересных мелочей по классике. Тут Орех, отвечая на вопрос игрока там про устройство, в классике он в очередной раз упомянул, что он не будет заниматься игрой после релиза. Также вот был вопрос от игрока с ником Аристократ: Орех, что быстрее выйдет, GTA 6 на ПК или классика? Кто не в курсе, GTA 6 выходит 19 ноября этого года, и Орех ответил, что быстрее выйдет GTA 6, ну что в принципе по темпам разработки и видно, потому что у нас же будет сейчас вайп, допустим, даже если он в конце августа и произойдет, это же будет не последний вайп, еще будут в будущем какие-то вайпы планироваться. Такое ощущение, что реальная игра выйдет ближе к Новому году, как это было и в прошлом году. В прошлом году она вышла в закрытый тест, а в этом году выйдет уже в релиз как будто. Да, капец, как же это долго на самом деле происходит, так вдуматься, вот, переместиться на полгода назад, да, когда у нас закрытый тест только начался, даже какие полгода назад, больше уже даже прошло. Тогда еще никто даже подумать не мог, что игра через год только выйдет после всех этих тестов. Тогда, помню, бытовало мнение, что игра выйдет, ну, ближе к лету, там примерно вот такие вот ожидания у игроков были, пока весь январь там активно шла разработка, куча моментов в роудмапе обновлялась, в игру нововведений добавлялось, багов фиксилось. Ну а сейчас мы получаем то, что получаем. То есть через год только вот такое ощущение, что игра действительно выйдет в релиз. И то даже не факт, что на Новый год игра выйдет. Ну и на этом, друзья, все. Это вот все новости, которые мне удалось собрать, которые новости вообще были по классике, касающиеся вайпа, касающиеся нового обновления. Мы в этом видео разграничили, да, что следует ждать, потому что в видеоблоге в прошлом говорили про вайп, появились какие-то сроки от Ореха про понедельник, но он уточнил, что будет сначала обновление перед самим вайпом. Сначала ждем обнову в классике, после обновы уже ждем вайп, потому что нужно будет потестить какие-то определенные моменты, проверить баги, исправить эти баги. Поэтому сначала ждем обнову, которая, по идее, опять же, должна выйти раньше, нежели сам вайп, который планируется во второй половине августа. Ставьте, друзья, лайк на это видео обязательно. На канал подписывайтесь, если не подписаны. В Телеграм еще раз попрошу вас зайти, подписаться.
есть ссылочка в описании. Там кому танки онлайн интересны, выходят и новости по танкам онлайн в общем чате, скидываем там списки изменений, промокоды, обсуждаем эту игру, ну естественно и классику, и вообще другие различные темы. Ссылочка в общем есть в описании. Друзья, не забывайте ставить лучший тег создателя контента NIK10 в настройках вашего аккаунта в танках онлайн. Получайте крутые ништяки, легендарные ключи, контейнеры, опыт, рубины по секретному промокоду, который есть в описании, он все еще рабочий, поэтому успевайте его активировать. На этом все тогда, будем ждать новостей по классике. Как только что-то появится, там новое обновление или вообще информация, что вот ожидается новое обновление или вайп ожидается, на канале либо в телеграме ищите информацию, как только появится, так сразу постараюсь вам ее рассказать. А я всех благодарю за просмотр.